Можно ли из маленькой яхты сделать супер яхту, да, по возможностям, по интерьеру, по оборудованию? Это вторая часть презентации нашего проекта, нашего кастомайзинг проекта, нашего бренда. Кто не посмотрел первую, обязательно посмотрите. И сегодня я вам покажу интерьер, как можно просто вот изменить до неузнаваемости, в хорошем смысле этого слова, интерьер. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. И поехали на нашу гарночку. Что ж, друзья, и обзор мы начнем с камбуза. Я считаю, это самая главная часть салона. Здесь проходит активная такая фаза нашего яхтинга, именно салонного. Вот. Вы уже видели, как мы меняли фасады, добавляли чего-то. В данном случае очень много было перебрано вариантов. Мы использовали вот такой вот канадский орех. То есть мы поменяли фасады, те, которые были из беленого дуба. И вы видите, что мебель заиграла совсем другими красками. Она по-другому теперь выглядит. Да, мы поставили итальянские ручки с натуральной кожи. Форести Сварди, да, вот они такие аккуратненькие, приятненькие, да, с доводчиками. Все фасады сделаны, вот смотрите, из одного среза, ребята, да, то есть вот так вот одно бревно, да, идет. Вот, то есть это тоже достаточно дорого, большие отходы на это, но зато получается действительно очень красиво и очень здоровски выглядит, да, вы видите вот целый ствол дерева, вот. Смотрите, как вот здесь красиво это выглядит. Ну, действительно, это дорогой шпон. И сразу мы статус подняли. Я поставил здесь себе духовку Дидитрих. Во-первых, мне нравится эта марка. Это французская марка, которая делает действительно классные духовки. И приятно хозяйке, да, готовить в такой духовочке. Но важным было то, что это самая экономичная духовка на рынке. Во-первых, она меньше размером, да, она меньше требует мощности на разогрев. И во-вторых, она действительно в среднем режиме где-то 1200-1300 ватт потребляет, отключается, термостаты здесь толковые. И дизайн, посмотрите, дизайн просто великолепен. Теперь сочетается отлично вот с этими фасадами из ореха, да, с кожей. Вот, я считаю, здесь просто классно. Далее поменяли шторы, да, шторки теперь чуть поприличнее. Ну, я их не замечаю, и это уже хорошо, да, потому что перед этим висели шторки такие, ну, совсем несчастненькие. Как обязательное оборудование, это использование пурифайера. Вот у нас здесь носик с дополнительным кранчиком. То есть он дает очищенную воду питьевую, которую можно использовать для готовки, для кофеварки, для всего вот такого нужного и полезного. Посудомойка. Я заказал на Кикстартере посудомойку, ребята. Она вообще как процессор от компьютера, очень плоская, такая тоненькая совсем. Когда она придет, я ее установлю, я вам отдельно ее покажу. То есть, видите, мы тут все используем. Искусственный интеллект, Kickstarter, SMS и все такое. WhatsApp. Поверхностью я заморочился очень сильно, да, то есть я перебрал все варианты, которые возможны. У меня были четкие понимания, что я хочу. Я хочу комбинашку, индукция плюс газ. Газ должен быть с чугунными комфорками. Главное мое требование, что я не хотел черную. Вы знаете, что такое черная поверхность. Особенно драгоценные хозяйки знают, да, что на черной поверхности чуть что и все остается. То есть ее постоянно нужно вымывать, за ней следить. Вот, я хотел такую серую, либо белую. И такой бренд Luxor Hausgeräte, вот с немецкими такими. Я так понимаю, что это украинский бренд, который сделан в Китае, да, и мне пришлось ее заказать в Украине. Я считаю, что она идеально вписалась. Опять же, индукция здесь, ребята, маломощная. То, что, в принципе, и нужно для яхты, потому что индукционка, она ну, как бы потребляет достаточно. Я рассуждаю следующим образом, что индукцию я буду использовать у причала, да, но у некоторых причалов очень слабый ток, да, у нас вот здесь уже ограничили то ли 8 ампер, то ли, ну, вот, то ли 6 даже, то есть совсем-совсем, то он здесь
электричество здесь бесплатное в стоимости стоянки, да, но за счет этого они его постоянно снижают. Газ в море от газового баллона, вот таким образом, я думаю, что это будет в самый раз. Все, тут есть таймер, защита от детей, ну, в принципе, хорошая такая прогрессивная варочная панелька у нас получилась. Так, далее, друзья, смотрите, здесь мы разместили вот такую защиту. Это вот такой экранчик иноксом, который будет защищать от обгорания нашу мебель, да. Мелочь, а приятно. И еще над чем мы заморочились, так вот, мы вот эту планочку, которая стояла здесь, мы ее переместили сюда. То есть я боролся здесь уже за каждый квадратный сантиметр мебели. Я вот как бы расчистил себе место, где можно чего-то здесь поставить. Здесь у нас получилась такая полоска, она выполняет функцию антискользяшки. Вот таким вот образом. Да, но и оцените всю кухню. Я думаю, что получилось действительно классно. Поехали дальше, и у нас здесь что мы имеем? Оцените этот приборный щиток, друзья мои. Мы его покрыли натуральной кожей, потому что он был жуткого серого цвета, да, то есть он не шпон был, ничего, вот серый цвет, который многим не нравился, да, и мы покрыли его натуральной кожей, теперь он выглядит достаточно приятненько. И я поставил вот такую защиту, да, потому что периодически, ну, вот так плечом можно нажимать это все. Экспериментировали много. Мы делали и дверцы, да, дверцы проламывались, выламывались. А вот, в принципе, такая рамка с плексиглаза с красивыми шурупами такими вот, она выполняет свою функцию на 5 баллов. Защищает уже, то есть можно упереться, и в то же время выглядит это красиво и надежно. Вот из жуткого щитка мы сделали теперь произведение искусства. Действительно, оно выглядит просто прекрасно. И опять же сочетается вот здесь с фасадом из канадского ореха. Очень благородный цвет. Мне очень-очень-очень нравится, ребятки. Одна штука вызвала фурор. Нет, 2 штуки вызвали фурор. Здесь 2 штуки. Об одной я вам расскажу попозже, да, оставайтесь с нами. А первая, вот, собственно, кофеварка, которую мы тоже обшили натуральной кожей, забрендировали. Видите, здесь бренд стоит. Я не знаю почему, но вот здесь люди в Ля Рошеле просто восхищены ею и вот были тут просто в ауте от нашей кофеварочки. Ну, вот видите, мелочь, а приятно. Более того, мы даже вот печеньки забрендировали, ребята. Вот печеньки Гарна, it's your style. Яхтинг должен быть, ребята, всегда в стиле, со стилем. В яхтинге должно быть прекрасно все. И давайте перенесемся на наш потолок. И смотрите, ребятки, мы поменяли панельки с обычной ткани на алькантару, да. И сразу все по-другому стало выглядеть, да. Насколько они приятные, да, они такие мягенькие, хорошие. И как это добавило уюта. Всего лишь вот периметр, да, и вот здесь 2 полосочки, и уже яхта заиграла по-новому. Мы повесили шторы, вот на них роса вышла, выскочила роса, выпала. Спасибо, товарищ оператор, выпала роса. Но есть одна нерешенная у нас проблема, то, что мы хотим еще сделать, это сделать нормальные либо жалюзи, либо шторы. Мы сейчас экспериментируем, общаемся с субконтракторами, но за счет того, что стекла выгнутые, ну, как бы нету такого красивого, классного решения. Если кто-то может что-то нам подсказать, друзья мои, я буду только благодарен. Потому что, ну, мы же коллективно работаем над нашим брендом, друзья мои. Если что-то кто-то хочет
предложить, пожалуйста, пишите в комментах, я буду рад выслушать. Всегда как бы читаю комменты, и вообще комменты помогают развитию канала. Вы, пожалуйста, активнее пишите большие комменты. Мне это, во-первых, нравится, а во-вторых, алгоритмы YouTube поднимают видео в топ. Вот, пошли дальше. Так, друзья, и наш диванчик, наш чудный диванчик, вот с подлокотничком здесь таким вот модненьким. Слушайте, все, ну вот тут теперь съемку прекращаем, потому что уже вставать не хочется. Вот аналоговые приборы, ребята, смотрите, как они гармонично влились в этот интерьер. Здесь это не украшение, это камера охранной системы. То есть я из любой точки мира могу включить вот любую из 3 камер и посмотреть вообще, что творится здесь. Она сама записывает, если кто-то заходит. У нас стоит лазерный датчик, там датчик открытия дверей, и она сразу реагирует и передает как бы information. Здесь мы использовали алькантару вот такого цвета. Цвет называется Palm. Мы уже предлагали нескольким клиентам этот цвет. И здесь мы использовали одну из самых дорогих алькантар. Да, они тоже по уровням есть. Здесь самая толстая для яхтенного использования. Здесь вот такое топовое решение для интерьера. Вы видите, как он преобразился, да. Сочетание хорошего дерева, да, натуральной кожи. Вот здесь, видите, мы использовали испанскую кожу. Подушечек девочки накупили и нашили. Очень долго мы морочились, что все сочеталось как по цвету, так и по уровню. Да, вот такие серветочки, да, мы на столик накрыли. Я не сторонник таких столов обеденных здесь, потому что, ну, как бы не пользуются ими. И внутри здесь мы расположили, ребята, морозилку. Вот такую небольшую морозилку на 15 литров. Вот для меня в самый раз. То есть мы с семьей посоветовались, и я решил, что 15 литров достаточно. Ну, с другой стороны, это максимальная морозилка, которую можно здесь расположить на минус 20. Мороженое, лед, если нужно держать, вот там рыбу заморозить быстренько. Поменяли обшивку всех подлокотников, да, здесь была такая неудобная обшивка, мы сделали ее более мягенькой, такой вот хорошенькой. Теперь это все очень приятное как на ощупь, так и визуально. Потолок, вы видите, мы поменяли белую обивку на алькантару. Диван — это центральная часть. Коврики, да, то есть полностью максимально везде мы постелили ковровое покрытие. Была уйма труда его замерить, сделать именно правильные выкройки. Все серые части, все ламинатные мы поменяли на кожу. Все это создает впечатление законченного уюта, то есть действительно жилой вот такой интерьер. Это востребовано, потому что сейчас, ребята, 90% клиентов, покупателей не только у меня и в Европе приходят, как можно сказать, с дивана, да, то есть люди, которые увидели в интернете, восхитились, и они получают уже готовый продукт. То есть у нас последние клиенты, которые вообще о яхтинге практически ничего не знали, они получают яхту, обучение, это у нас в комплекте идет бесплатно, да, к яхте. Обучение техническое, обучение на шкипера с выдачей лицензии. И для их половинок прекрасных гораздо легче и приятнее переходить вот в такой интерьер домашний, где максимально все подготовлено к жизни, да, и не нужно в этом ничего менять. Все опции, о которых мы вам здесь рассказывали, ребята, они действительно были затребованы какими-то клиентами, которые меня просили, а возможно ли так, а возможно ли так. И мы здесь постарались максимально воплотить, да, но интерьер — это самая видимая часть, которую все видят, вот, и, соответственно, это то, что видит в первую очередь ваша супруга. Для нее это более важно, чем литий-ионные батареи, простите, литий-феррумфосфатные, да, или скрутка в гик. Но кроме глаз нужно еще и ласкать ваш слух, друзья мои.
что, ребята, как вам музыкальная пауза? Это то, о чем я говорил. Вот этот девайс, ребята, произвел фурор, который я даже не ожидал. Я решил вспомнить свои юношеские меломанские годы. И я вот мечтал о проигрывателе пластинок и о жизни на яхте. Блин, и как вот это все дело соединить? И вот у Project, вы знаете, такого производителя, наверное, есть вот такой вертикальный проигрыватель. И я долго как бы взвешивал, ставить его, не ставить, потому что думаю, ну это совсем сумасшедшая идея будет, да. Рискнули, и риск превзошел все ожидания. Он вызвал восхищение у всех. Я очень жалею, ребята, что я не могу включить вот музыку, потому что YouTube заблокирует, да, кроме этих нескольких секунд. Вот, но здесь действительно можно получать полное блаженство, смотря на пластинку, слушая эту музыку. Вот, и это действительно завораживает, восхищает. И я рад, что понравилось профессионалам, да, они... Многие проходили, смотрели, ну, проигрыватель себе, проигрыватель. Когда мы его включали, они говорили, это что, работает? Это типа не инсталляция, арт-инсталляция, это работает? Да, это работает. Вот. И я долго думал, что с этой нишей делать, да, почему? Потому что телевизор, который здесь размещается, он бестолковый. Под него нету нормального крепления. Мы уже что только не пробовали. Ниша, кусок такого серого пятна, он вот ломал весь интерьер, да, абсолютно все разрушал. И посмотрите, вокруг него мы создали такую инсталляцию, здесь все в коже. Это алькантара, подсветочку такую легенькую мы сделали, теплую. В итоге вот этот серенький уголок, ребята, несчастный, да, он заиграл новыми красками. Это действительно арт-инсталляция, с одной стороны, с другой стороны, полезная штука. То есть мы убрали весь этот серый пластик. Вот тут, ребята, видите, мы все в кожу затолкали. Эта часть штурманского стола тоже в дереве. Здесь просто хочется жить вот в этом уголочке, да. Еще я думаю, где мне пластинки их расположить. Предлагайте, пожалуйста. Но вот я рад, как у меня вот эта часть здесь получилась вот со всех сторон. Да, но не было бы всего этого, если бы не была подобрана хорошо акустическая система, то есть вся аудиосистема. Давайте поговорим о ней. По музыке мы делали даже отдельное видео, можете посмотреть. И вы уже видели этот аппарат, да? То есть я его выбрал для себя. Eversolo A6. Он по размеру подошел. Ну и по отзывам он был просто вот великолепен. Тут действительно очень дорогие компоненты применяются. То есть как стример он всеядный. У него есть своя внутренняя память. USB-шки, Bluetooth, Wi-Fi. Он съедает даже самостоятельно все стриминговые сервисы. Amazon, Deezer, Qobuz, Apple Music. Он все съедает. Кроме этого Bluetooth, да, то есть обычный, можно телефон к нему подключить. И он великолепно передает сигнал с винилового проигрывателя. Он действительно его отлично перерабатывает и выдает на усилитель Rockford Force Start. Здесь мы поставили Rockford. Я также работаю с Hertz, но с ними очень тяжело коммуникация проходит. То есть только в этом проблема. Здесь вот американский усилитель Rockford Force Start, класс AB. И все это богатство идет на колонке Ellipson Planet L в салоне, да, две колонки у нас стоят. Цвет у них, ребята, пыль Сатурна. Как вам, а? Звучит? Кроме этого, у нас здесь стоит сабвуфер. Видите, с такой уже брендированной решеточкой из натуральной нержавеечки. И в кокпите мы вывели две колонки, тоже Ellipson Rain 6. Вот такое богатство у нас здесь стоит. Я не считаю себя топовым меломаном, но звучит для яхты это действительно классно. Видимо, покрытие пробкой, коврами, вот, большое количество подушек, оно вот так срабатывает. А вот, друзья, посмотрите, как мы преобразили наш штурманский уголок. Мы изменили фасад, вот был такой вот серый фасад вообще.
никудышний. La Rocher Pilot, this motor vessel, Silhouette Island, good afternoon. И вот такая вот салфеточка из натуральной кожи, которая здесь находится. Кроме украшения и поднятия имиджа интерьера, она выполняет свою функцию. То есть там те же ключи, либо какие-то вещи, они меньше здесь гремят. То есть она глушит их. Вот видите, внимание к мелочам. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим, что мы тут натворили в хозяйской каюте, да, в мастер-кебин нашем. Ну, для этого надо сначала вот вам показать фотографию, как это было, а теперь вот вы видите, как это сейчас. Такие это две большие разницы. Если мы будем разбираться, то мы поменяли занавески на нормальную ткань всего-навсего, да, изголовье из алькантары и обивку вот всю мы сделали из алькантары. Алькантара у нас пошла вот на вот эти части, потому что здесь был голый пластик, ребят. Вот просто такой пластмассовый пластик был. Ну, совсем как бы дешевенько, да, выглядело это. Кроме этого, мы поменяли светильники. По светильникам немножко, ребятки, я заморочился и поставил галогеновые светильники. Они дают тепло. Да, я знаю, что они не такие экономичные, как LED, но когда ты вот как бы читаешь чего-то перед сном, то все-таки вот такие светильнички гораздо приятнее, да, они дают такое вот ламповое тепло. Ну и опять же максимальное количество все в ковры. Ковры. Нам, во-первых, это дает акустическую защиту. Во-вторых, ну, приятно, уютно ходить тут босиком. Пришлось нам коврики разделить, чтобы иметь доступ легкий к техническим помещениям внутри. И опять же, ребят, вот количество общее мягких вот таких вещей, оно дает акустический комфорт. Действительно, такая тихая, уютная комнатка, хочется сказать, получилась. Мне очень нравится, ребят, вот эта часть. Да, она действительно сейчас заиграла по-другому. Пуфик мы обшили вот коричневой алькантарой, да, чтобы он контрастировал. Все эти стенки мы обработали здесь алькантара мягкой, с подкладкой мы сделали. Вот тут стоял такой черный некрасивый фонарик. Поменяли на такой торшерчик. Опять же итальянский. Наверное, надо лампочку в него послабее чуть-чуть. Такая лампа взрослая. Ручки я поменял. Здесь стояли квадратные ручки той же фирмы, да, но эти квадратные ручки вызывали недовольство у моих клиентов по двум причинам. Во-первых, они очень острые, об них неудобно браться, либо цеплялись девушки платьями, да, тоненькими, вот. А во-вторых, непонятно, как ее открывать. Здесь мы сразу видим, что вот так ее открывать, да, а на шифонере ее вот так вот открывать в сторону. То есть ручки более, скажем, внятные стали, потому что были нарекания у некоторых владельцев, и я решил попробовать вот так вот. Если уже говорим о ручках, вот ручки на дверях мы поменяли на вот такие вот с кожаными вставками. Они действительно классные, ну, такие солидные ручки получаются. Коврики, ребята, зафигачили везде. В туалете тоже коврик, да, и большой тихий унитаз на пресной воде. При том, что опреснитель мы не ставили, да, и пока я не планирую ставить опреснитель, потому что вещь такая достаточно, она капризная, да, такой девайсик капризный, вот. Но что я планирую, это поставить кондиционеры, которые экономичные, и мне интересно их использование от инвертора, то есть опять же без дизель-генератора. То есть вот такая у нас борьба за экологичность. А в душевой мы постелили пробку, очень приятненько на нее становиться. Здесь такие светлые у нас полоски идут. Ну, кроме уюта, она не скользит, не впитывает влагу. Очень красиво и уютненько получилось. И каюта по левому борту, гостевая наша каюта. Такой же матрас, вы это уже знаете. Ну и здесь те же самые изменения. Все, то есть тут мы немножко добавили алькантарой. Изголовье вот такое красивое из алькантары. Поменяли занавески. Они вот, смотрите, какие красивенькие у нас получились. Обивка, тоже вот эту синюю обивку мы убрали. Вот, и добавили вот мягкой алькантары, коврики. То есть все, что нужно. Ручки, эти ручки, вот эти ручки. Вот таким вот образом каютки, конечно, теперь заиграли.
Есть еще у нас идея, ребята, вот здесь обтянуть специальной обивочной тканью, которая звукоизоляционная. Сейчас я подбираю эту ткань. Нам должны провести тренинг по технологии наклейки. И я обязательно с вами потом поделюсь. И посмотрите наши, ребята, усовершенствования в гостевом санузле, да, по левому борту. Ну, во-первых, ручку вы уже видели, мы все вот ручки поменяли на такие. И посмотрите, как мы поставили пробку здесь, уложили. Она решает несколько вопросов сразу, кроме эстетической, да. То есть она меньше мажется, за ней легче ухаживать, она менее скользкая, чем просто вот пластик. И опять же, дополнительная звукоизоляция, то есть лодка меньше гремит. Что ж, друзья, пришли сюда специально поздно вечером. Видите, уже без 28. У нас уже такая вот темень. Зачем? Чтобы показать наш световой дизайн, который мы здесь применили. Вот мы здесь запустили теплую подсветку. И вот здесь мы разместили два светильника таких вот направленных, которые на суперяхтах применяются. Заказали у поставщиков. Это дает вот такую приятную атмосферу, такую приглушенную, ну, просто расслабляющую, знаете, хочется взять бокальчик хорошего виски, вот, и посмотреть хороший фильм, друзья мои. Давайте посмотрим нашу приборную панель. Вот почему я вечером решил ее снять. Потому что я хотел, ну, ладно, сначала я вам покажу вот эти два приборчика. Я использовал BNG, маленький 7-дюймовый, для получения всех данных, да, то есть я его буду настраивать так, как он мне нужен. И получается сейчас карт-плоттер вот такой маленький, дешевле всего использовать как информационный дисплей. И в то же время он полноценный карт-плоттер. Дальше, виктроновский мониторчик у нас здесь. Он мне показывает, что у нас заряжается в это время и что разряжается. Тут еще солнечные панельки появляются, когда у нас солнышко поднимает. Под луной солнечные панели, но немножко так слабенько работают. Коэффициент, конечно, падает. Вот, друзья мои, при хорошей полной луне, ну да, а вот когда пол луны, очень-очень слабо. Вот, но что я вам хотел показать. Посмотрите, как я поменял приборчики стрелочные. То есть я их оставил так же. Почему? Потому что я считаю, что стрелочные приборы самые информативные. Верфь поставляет 3 разносортных приборчика, да, мы их поменяли на все одинаковые. Белый фон, хромированный ободок, в общем, такие мажорные понты. Но белые приборы с красной стрелкой, они всегда более информативные, да. И когда тебе вот просто быстренько надо бросить взгляд, ты всегда видишь, что у тебя с зарядкой, что у тебя с топливом и с водой. То есть 3 главных показателя у тебя, они всегда под носом, да, на глазах. Вот. И у нас тут все хорошо пока. Кроме топлива. С топливом, ребята, проблема. Проблема с топливом вот так вот. Вы посмотрите, как они ночью выглядят. Выглядят они просто великолепно и чудесно. Так, знаете, прям Астон Мартин, я бы сказал. Брабус.
А теперь, друзья, я вам покажу, как мы тут извратились с подсветками. Ну, как, со световым дизайном, да? У нас тут несколько вариантов подсветок. Мы сделали по борту подводную подсветку двухцветную и на мачте тоже двухцветную. Почему двухцветную? То есть в синем исполнении она работает просто как украшение, как просто обозначает яхту на стоянке. А белую я ее включаю с охранной системы, когда мне нужно что-то как-то посмотреть, кого-то, чего-то узнать, что делается на яхте. И она при сработке охранной системы тоже включается, помогает камерам сделать запись, вот, и потом опять выключается. И у меня здесь на карт-плоттере выведено все управление подсветками. Вот смотрите, вот у меня есть подводная подсветка, здесь у меня располагается подсветка по борту. Если вот так вот ее прижать, сейчас, здесь можно посмотреть, здесь можно яркость добавить, можно цикл запустить, чтобы менялось белое на синюю. Вот остановить. Так, а вот здесь что у меня? О-хо-хо-хо-хо. Здесь веселуха, просто разрыв Инстаграма, ребята. Вот так вот, смотрите, да? Можно запустить, и она будет менять цвет. Что ж, друзья, я могу сказать, что я получил огромное удовлетворение, как никогда. Моя мечта осуществилась, да, я сделал такую лодку своей мечты. Вы часто спрашивали, какая яхта должна быть твоей мечты. Их на самом деле много, но вот одна из них получилась вот такой. Я действительно рад, что наш проект завершился. Было очень много проб, были ошибки. Мы все исправили. Не знаю, возможно ли кастомайзинг финализировать, он может продолжаться вечно, да, но я себя сейчас уже все сдерживаю, потому что я действительно хочу походить на этой лодке, получить хочу удовольствие от уже использования, потому что здесь небольшие выходы я себе позволяю, это тоже в удовольствие, но хочется чего-то большего. Я с огромным удовольствием передам весь опыт, который мы получили, сделаю для вас такую же лодку лучше. Да, то есть мы уже сделали 8 лодок, уже, да, вот с таким глубоким тюнингом. Самую большую из них это 60-футовый катамаран у нас был. Вот сейчас в работе у нас 3 лодки, один из них 67 футов катамаран, тоже впечатляет. Там у людей такие вот требования четкие, у них кругосветка в планах. Вот хочется сделать для них действительно классную такую от души лодку. У меня еще в планах сделать тест-драйв на этой лодке. Опять же, заснять видосик для вас, показать, как работать с парусами. То есть, пока мы снимали, нам уже поставили черные паруса, ребята, без черепов пока. И я думаю, что еще много видео мы снимем с этой яхты. Я хочу, чтобы этот контент вам понравился. Вы также пишите в комментах, что бы вы хотели увидеть. И я буду рад вам отснять, показать. Я хочу здесь сходить на Иль-де-Ре. Это такой маленький остров. Конечно, Форт Буайард. Так что я вас приглашаю. Выйдем на этой лодке вместе. Я хочу показать вот красоту Атлантики. Она действительно такая очаровывающая. Идей очень много. И многие из этих идей мы готовы подарить вам, воплотить на вашей яхте. Поэтому, если вам нужна лодка, обращайтесь. Я Саша Горан и моя команда Интерпарус всегда к вашим услугам. Пишите мне на WhatsApp, по телефону. Буду рад помочь вам с выбором, с консультацией. И до зустрічі в морях!